В этом выпуске вы увидите кухню без холодильника, ванную пещеру, стену из шкафов и многое другое. Не переключайтесь. Масло на нее выдавило, и нормально получилось, уже дело пошло. У нас есть выключатель, который ничего не выключает, розетка, которая непонятно зачем. Стояла задача, чтобы мы сделали ремонт и не развелись. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Добро пожаловать ко мне в гости. Заходите. Я Оля. Я работаю в клинических исследованиях. Моя задача контролировать, чтобы вашу таблеточку, которую вы будете потом пить, испытывали правильно, и таблеточка получилась очень хорошей. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Мне всегда нравились интерьеры, и последний год я решила сделать их все-таки частью своей жизни. Теперь я отучилась и занимаюсь хоумстейджингом. Я готовлю квартиры к продаже, к сдаче, чтобы они выглядели красиво и вам хотелось в них жить. Добро пожаловать ко мне домой. В этом выпуске вы увидите кухню без холодильника, ванную пещеру, стену из шкафов и многое другое. Не переключайтесь. Мы находимся в Москве, это жилой комплекс Green Park, недалеко от метро Ботанический сад. В нашей квартире 60 квадратных метров, мы живем здесь вдвоем с мужем. Муж работает из дома, а моя работа в основном связана с командировками, и дома я не работаю, а отдыхаю. Когда мы купили квартиру, здесь не было ничего. Здесь была пустая бетонная коробка, не было стен, пола, был потолок. Нам помогал дизайнер Антон Лагунов. Он разрабатывал проект этой квартиры специально для нас, и мы очень довольны тем, что он для нас сделал. Когда дизайнер разрабатывал проект нашей квартиры, мы просили его сделать нам классную спальню, сделать нам кухню-гостиную для того, чтобы тусоваться с друзьями, также сделать кабинет, потому что мой муж работает из дома, и ему нужно отдельное тихое рабочее место. Еще одним важным аспектом дизайна нашей квартиры было то, что он должен соответствовать дому, в котором он находится. Я всегда считаю, что интерьер должен быть уместным, уместность – это важно. И в новом современном лаконичном доме с достаточно простым дизайном не может быть квартиры с дизайном вычурным, как бы я его не любила. Когда мы с мужем собирали референсы тех интерьеров, которые нам нравятся, была очень забавная история, потому что муж мне присылает картинку и говорит: вот мой главный референс, я придумал. А я его спрашиваю: а почему картинка черно-белая? Он говорит: она цветная. Это пара слов о том, что любит мой муж и что люблю я. Мой муж любит минимализм, а я нет. Поэтому перед нашим дизайнером, помимо того, чтобы сделать эргономичное и удобное пространство, стояла задача, чтобы мы сделали ремонт и не развелись. Я не знаю, можно ли каким-то одним словом охарактеризовать стиль нашего интерьера. Наверное, современный, но они тоже бывают разные. В основном мы старались придерживаться простых форм, природных материалов, приглушенных тоже натуральных цветов, и нам нравится то, что получилось. В итоге на 60 квадратных метрах у нас получилась ванная, спальня, кабинет, кухня-гостиная и гардеробная. Пойдем смотреть. Это наша кухня-гостиная. Когда мы купили квартиру, мы покупали ее без отделки, тут была пустая бетонная коробка, не было даже стен, но мы специально выбирали планировку от застройщика, в которой была объединенная кухня-гостиная, потому что мы считаем, что готовить еду – это тоже весело вместе с друзьями. Это самое нарядное помещение в квартире, здесь 3 окна, эти выходят на восток, и утром на кухню светит солнышко, чему мы все очень рады. У нас кухня сложная, часть ее – это икеевский гарнитур стандартный, и верхние шкафы мы делали на заказ, потому что, во-первых, в Икее не было вот такого зеленого цвета, который мне нравится, а был только другой, который мне не нравится. И, кроме того, нам нужен был кастомный размер для того, чтобы наверху спрятать воздуховоды кондиционера. У нас фартук из керамогранита под бетон, он крупноформатный, 120 на 60, такой же лежит на полу в зоне кухни и, собственно говоря, до входной двери и до ванной. Совершенно прекрасный материал, его удобно мыть, он не маркий, и у нас дома всегда чисто. Еще у нас чудесная акриловая белая столешница. Мы очень довольны выбором цвета, потому что его очень легко мыть, за ним легко ухаживать. И белый цвет вообще часто выигрывает социалистическое соревнование цветов. По наполнению у нас есть посудомоечная машина на 45. Ее вполне хватает на двоих, и не приходится ждать, пока она заполнится. Под раковиной у нас есть фасад-обманка.
вот этот верхний ящик, на самом деле не ящик, его нет. Мы сделали его для того, чтобы все фасады были одинаковые и ровно бились по всей кухне. Вот. А нижние фасады свинчены вместе, и на самом деле это один ящик выдвижной. У нас здесь подвесное мусорное ведро. Это очень удобно, когда ты чистишь картоху, тебе не надо вот туда, вот ее вот туда тянуться. Под раковиной у нас находится бытовая химия в ящике, есть фильтры для воды, розетка, специально предусмотренная под измельчитель, если вдруг нам захочется его поставить. Когда мы планировали кухню, я думала, что измельчитель у нас будет 100%, потому что это очень экологично. Но теперь я прочитала, что это не очень экологично, поэтому много думаю об измельчителе. В Москве очистные сооружения умеют делать газ из канализационных стоков. На этом газу греется горячая вода для отопления и для водоснабжения Москвы. И поэтому, когда я думала об измельчителе, я думала, что если положить побольше органики в канализационные стоки, то газа получится больше и тепла получится больше. Но оказалось, что эти установки имеют лимит органики, которая им нужна для того, чтобы производить газ, и если ее становится слишком много, газа становится меньше, поэтому это решение не слишком оказалось экологичным, к сожалению. Так, кстати, про экологию у In My Room, помимо видео, есть еще и подкасты, и скоро выйдет подкаст с экологом, с которым можно будет обсудить все вот эти вот животрепещущие вопросы, ставить измельчитель или не ставить, как разделять мусор. Вы разделяете мусор? Я разделяю. Хочу отдельно упомянуть наш прекрасный смеситель. В нем, кажется, ничего особенного, но прикол в том, что у него только один рычаг, но при этом есть и обычная вода, как у всех, представляете, на кухне вода из крана, и фильтрованная вода, и для этого нет отдельного рычага. Я этим страшно довольна. А горячую, холодную, как ты переключаешь, не ошибаешься? Нет, типа вот назад холодная, горячая, вот холодная, а это просто вот так. У нас есть хитрые ящики для приборов. Вообще, моя кухня – это кладезь скрытых ящиков. Вы думаете, их здесь 18? Я не помню, на самом деле, сколько их, но их гораздо больше, чем вы видите. Вот, например, ящик для приборов двойной. Я держу дома 2 набора столовых приборов, потому что с посудомоечной машиной всегда быстро заканчиваются вилки, и лучше, чтобы их было в 2 раза больше, чем есть. Вот. Есть второй ящичек для приспособлений, которые я использую чуть реже. Ящик для посуды. Она очень удобно перекочевывает сюда из посудомоечной машины, уже сухая. Ящик для кальяна. Курение вредит вашему здоровью. Не курите. Мы храним хлеб и сладости тоже в выдвижном ящике. Нам так нравится. Это очень удобно. Здесь живут все кастрюли и сковородки. Они без ручек, и поэтому занимают очень мало места. И здесь хранится запас круп, и есть еще один секретный ящичек. Под духовкой ящичков тоже 2. В них лежит всякая ерунда, я не знаю, зачем нам нужна эта информация в кадре. Ну ладно. О, духовка. Духовка – это супер духовка. В общем, это духовка, комбинированная с микроволновкой. Видите здесь микроволновку? Ее нет, потому что она здесь внутри. Вот. Все, кому я рассказываю историю о том, что она у нас такая, говорят, ну как же, неудобно же суп доставать из микроволновки. Удобно. Удобно, замечательно. А еще у вас нет отдельной микроволновки. Это очень здорово. Вот. У нас есть тостер. Тостер – это предмет, который вывел уровень моей жизни на новый уровень. И хруст французской булки теперь присутствует в нем каждое утро. Здесь у нас ящик для чая и специй, ящик для контейнеров. Я специально купила все одинаковые контейнеры, чтобы не было вот этого вот взрыва разных. И ящик для высоких бутылок. Множество нужных и полезных вещей. Наверху есть тоже запас чаев. Еще наверху у меня живет утюг, потому что я глажу на кухне. И кувшинчик, чтобы наливать воду в утюг. У нас есть типоны, но на самом деле нет никакого смысла в этих типонах, потому что верхние фасады открываются за счет свеса на пару миллиметров. Здесь есть кухонная техника и материалы для упаковки подарков, потому что место у меня здесь есть, а надо их куда-то класть. Вот. А еще здесь я сортирую мусор. И почему-то здесь лежит колесо для пресса моего мужа. Я не знаю, как оно здесь оказалось. Сушилка у нас используется для хранения крышек.
От кастрюль крышки, кстати, тоже гениальные, я их просто обожаю. Смотрите. Они делают вот так, и ты ставишь в холодильничек и ставишь сверху контейнер. И шкаф для бокалов, стаканов, ваз и прочего. Наверху это глухие фасады, они просто закрывают воздуховоды от кондиционера. А кондиционер дует вот отсюда. У нас в квартире 2 кондиционера. Один из них канальный. Воздуховоды проходят вот здесь, и он дует в кухню-гостиную через вон ту решетку. А воздух он забирает через эту решетку над гардеробной. И здесь есть технический люк для обслуживания канальника. Внешние блоки у нас стоят на техническом балконе, общем на подъезд. У нас в квартире много света, много различных сценариев освещения. Например, в гостиной их 1, 2, 3, 4 штуки. Вот, есть свет над кухней, это длинный трек, который продолжается до самой входной двери. Есть свет над столом, есть общий свет споты на потолке и есть освещение над столешницей. Это всегда очень удобно и немножечко нам светит вытяжка. Окна у нас от застройщика, мы их не меняли, они нас вполне устраивают. Поставили дубовые подоконники, поменяли одну батарею во всей квартире, потому что она очень красивая, но дорогая, а все остальные мы решили, что не видно. На этих окнах, из-за того, что здесь близко соседний дом, мы поставили шторы плиссе, которые открываются сверху и снизу на обеих створках. И это очень удобно, потому что тебе не нужно закрывать свет сверху. Очень довольны этим решением. В обеденной зоне у нас круглый стол. За него можно посадить очень много людей, и еще зачем-то мы взяли его раскладывающимся, но оказалось, что раскладной круглый стол такого размера нам совершенно не нужен. Поэтому, если есть возможность не брать раскладной стол, не стоит его брать. В кухне-гостиной у нас есть зонирование напольным покрытием. В зоне кухни это керамогранит под бетон. И здесь, в зоне гостиной, у нас инженерная доска дубовая. Стык между ними сделан без порожка, это герметик. Это очень удобно, потому что он никак не выделяется, об него никто не спотыкается. Мы очень довольны этим решением. Когда мы выбирали квартиру, мы обращали внимание на ориентацию окон, поэтому самые нарядные окна у нас на юг, здесь много света, много солнца. И также я считаю, что зона гостиной – это общая зона, поэтому здесь совершенно не обязательно вешать шторы, если у тебя есть такая возможность. Я не люблю закрывать окно, потому что когда окно открыто, ты можешь присоединить улицу к площади своей квартиры и живешь как будто в гораздо более просторном месте. Когда мы эту квартиру покупали, из окон было видно шпиль первого павильона ВДНХ, и это покорило мое сердце, но, к сожалению, теперь вместо него нам построили уродливый дом. Стены в гостиной у нас покрашены, это стеклохолст под покраску. Мы выбирали специально такой не белый цвет, он немножечко тепленький, и в нем очень уютно жить. В некоторых местах нашей квартиры есть плинтус, а в некоторых нет. Мы выбирали дюрополимеровый плинтус под покраску, он покрашен в цвет стен и никак не выделяется. Но вот, например, возле кухни плинтуса нет. И нормально, потому что там декоративная штукатурка на стене, и она не страдает от механических повреждений. Она достаточно прочная, чтобы не делать там плинтус. Когда мы сюда заехали, без отделки высота потолков была 3 метра. Но пирог пола, стяжка, теплые полы, разводка, отопление, электрики и всего прочего, а также натяжной потолок 20 сантиметров съели, поэтому теперь здесь высота потолков 2,8. У нас натяжной потолок с теневым профилем. И из-за того, что вот это помещение сложное, то есть потолок из кухни-гостиной переходит в коридор и переходит в прихожую, она тянется до самой входной двери, и нам пришлось искать самое большое полотно натяжного потолка и мастеров с прямыми руками для того, чтобы они смогли все это пространство затянуть, ничего не порвать. Но это нам не помогло, потому что когда нам устанавливали заказную кухню, они порвали нам этот натяжной потолок, и нам пришлось натягивать его заново. В мягкой зоне у нас есть диван. Мы выбрали в гостиную низкий диван, на котором можно сидеть как шах-падишах. Он не раскладывается, потому что у нас есть дополнительное спальное место в другой комнате. И он вот такой, я выбрала эту обивку, потому что она похожа на камень.
Он как будто разговаривает со мной, очень мне нравится. Над диваном у нас висят огромные полотна. Когда дизайнер делал нам проект, он предполагал, что здесь будет висеть какая-то картина. Это такая интерьерная живопись, которую мы вот увидели где-то в интернете, и нам захотелось такую же. Естественно, мы тут же нашли ее на известном китайском маркетплейсе, но из-за их размера они 1,5 метра. Доставка была очень дорогой, и тогда мы подумали, зачем везти их из Китая, если можно везти их из Воронежа. В Воронеже у меня живет свекровь, которая балуется живописью. Мы заказали огромные холсты, и она мне рассказывала, я, говорит, подхожу к этому холсту с мастихином, думаю, что я сейчас нарисую? Взяла такую губку автомобильную, и масло на нее выдавила, и нормально получилось, уже дело пошло. Теперь красиво. У нас телевизор, который умеет показывать картину, когда он выключен. Это очень удобно. Кресло, которое больше ни к чему не подходит, а тут есть картина с розовым. У телевизора все мозги находятся в отдельной коробочке, и эта коробочка у нас аккуратно спрятана в сиденье под подоконником. У нас есть чудесный подоконник, на котором можно сидеть. Мы его специально проектировали, и он сделан из клееной фанеры. Ребята, которые нам его делали такое в первый раз. Они были очень воодушевлены новым проектом, но сделали его плохо. Поэтому, к сожалению, вся эта конструкция, она очень удобная, очень красивая, но рассохлась, и теперь в ней появляются вот такие щели. Щели появляются в прямом эфире, то есть ты можешь сидеть вечерочком на диване, и тут ты слышишь звук, как будто у тебя падает дом тебе на голову, такой душ. А это треснула лавочка. Очень увлекательно. Боковые секции у лавочки открываются, и там находятся технические розетки, там находится блок управления от телевизора и множество нужных и полезных вещей, а также скрывается страшная батарея от застройщика. Как раз эти жуткие трещины. Честно говоря, ума не приложу, что с ними сделать, как их исправить. Может быть, у кого-то есть опыт подобной конструкции из чего-нибудь другого, или как-нибудь по-другому сделаны, я буду рада советам. Я очень люблю гирлянды и огонечки, поэтому, когда мы проектировали квартиру, я просила дизайнера сделать мне розетки в откосах, чтобы все мои гирляндочки горели. Как вы уже видели, на кухне холодильника нет. И отсутствие такого огромного и громоздкого объема в кухне-гостиной – это большая заслуга нашего дизайнера, и он придумал спрятать его вот сюда. Встроенные холодильники обычно по объему меньше, чем обычные, но нам на двоих вполне хватает. Нам очень нравится, он находится недалеко от кухни. Сюда удобно сложить продукты, когда ты пришел, и удобно достать их и идти с ними что-нибудь делать, кушать, например. У In My Room есть свой телеграм-канал, где собраны скидки от партнеров, интересные идеи для интерьеров, а также выходят анонсы новых видео. У нас есть коридор, в котором находится гардеробная. Изначально мы хотели изолировать ее дверьми. Даже эти двери заказали, их сделали, привезли. Мы поставили их сюда и поняли, что этот коридор становится очень унылым. Не то чтобы открытая гардеробная сильно его веселила, но двери мы решили пока не ставить. Здесь много разных вещей. Во-первых, здесь хранение верхней одежды, длинной, короткой. Здесь есть корзина для грязного и чистого белья, который ждет глажки. Здесь стоит стиральная машина с сушилкой встроенной. Также у нас есть контейнеры для раздельного сбора мусора. И здесь находится технический люк для доступа к коммуникациям и проточному водонагревателю. Здесь же пульт управления канальным кондиционером, про который я рассказывала. У нас здесь гардеробная система от IKEA. Все полки, ящички и прочее переставляются, штанги тоже переставляются, и поэтому мы можем ее подстраивать под наши нужды, которые могут меняться. У нас замечательные двери. Они выше стандартной высоты, здесь 2,30. И помимо того, что они высокие, они еще и узкие. Потому что мы считали каждый миллиметр, и для того, чтобы у нас здесь поместилось все, что мы бы хотели, мы сделали двери чуть уже стандартной ширины.
На удобство пользования это никак не влияет, они даже выглядят стройнее и визуально поднимают потолок. Это прихожая. Сюда мы попадаем, когда входим в квартиру. Мы меняли дверь от застройщика на другую. Очень часто я вижу в квартирах у других людей, что у них дверь типа белая, а вот здесь черная рамка. И у нас не черная рамка, я страшно этим довольна. В прихожей у нас есть полочка, закрытая тумбочка, в которой хранятся множество нужных и полезных вещей. Под ней живет робот-пылесос. У него там логово. Для ключей, сумок и курток гостей у нас в прихожей есть вот эта прекрасная вешалка. Она выглядит как рама для картины, в которой нет картины, и стоит 18 тысяч рублей, а так по ней и не скажешь. Пока мы делали ремонт, планы наши несколько раз незначительно менялись, но почему-то не всегда нам удавалось донести это до строителей, поэтому в нашей квартире есть артефакты. Например, у нас есть вот эта розетка, которой никто не знает, зачем она нужна. Как-то ретроспективно мы определили, что это для сушилки для обуви, но почему она над тумбочкой, а не под, мы не знаем. Мы в спальне. Здесь, как и во всей квартире, стены покрашены. Но если в основном это крашеный стеклохолст, то в спальне есть одна стена, в которой это крашеный шкаф. Вот эта стена состоит из шкафов целиком. То есть здесь, где шкаф заканчивается, в соседней комнате находится тоже шкаф. Стены здесь в основном из газоблоков и гипсокартона, где это было нужно. Шкаф выглядит, как будто это встроенный шкаф на заказ, но на самом деле это готовый шкаф из Икеи. Мы специально просили дизайнера и наших строителей, чтобы они нам сделали стену S-образную под размеры стандартного икеевского шкафа. И, соответственно, высоту потолков мы тоже сделали так, чтобы можно было выстроить из модулей стандартную высоту и не делать ничего на заказ, потому что заказные шкафы стоят неприличных денег. Вот, поэтому мы взяли самые простые белые фасады. Этот белый отличался от нашего off-white на стенах, поэтому я покрасила их сама. Пошкурила, загрунтовала и покрасила той же краской, которой красили стены. Здесь максимально невидные ручки для того, чтобы шкаф был частью стены. И, в принципе, такое большое хранение не может быть красивым. Оно чисто утилитарное, поэтому мы максимально его спрятали. В шкафах хранится весь обширный мой гардероб и не очень обширный гардероб моего мужа. У него порядок, видите? У меня на самом деле тоже порядок. Вот, но вещей у меня гораздо больше. Я еще привинтила специальную плашечку для ремней, чтобы все мои ремни были у меня на виду, и я знала, чем украсить себя сегодня. В нижних секциях есть выдвижные ящики, есть полки. Здесь хранятся вещи, которыми мы пользуемся не очень часто, чтобы за ними не наклоняться. Так же, как и наверху, хранятся вещи редко используемые. То, что мы используем каждый день, мы храним в этих секциях, которые доступны, не наклоняясь и не вставая на табуреточку. В спальне у нас двуспальная кровать, она шириной 160. Это дубовое основание из массива, на ножках, без подъемного механизма, без хранения под ней. Нам хватает хранения и без этого. Изголовье существует отдельно, оно просто висит на стене, а кровать стоит сама по себе. Нам пришлось, на самом деле, это было вынужденное решение, выбрать такую кровать, потому что, когда планировали квартиру, не заложили достаточной ширины комнаты для того, чтобы поместился и шкаф, и дверцы шкафа удобно открывались. И, в общем, расчетная длина кровати была 2 метра. Если вы будете выбирать кровать и строить стены относительно нее, помните, что найти кровать длиной 2 метра – это большой квест. В основном они 2,10, 2,20 и более. Как и везде в квартире, у нас в спальне несколько сценариев освещения. У нас есть вот эта прекрасная люстра, которая на самом деле висит для красоты. И я вот ее включаю, когда ко мне приходят гости, я говорю: посмотрите, как красиво светит. На самом деле она никогда не светит. Вот. Также у нас есть трек. Это технический свет, который, в общем-то, светит все, что нужно осветить. Это очень удобно. И еще у нас есть вот такая вот интимная, красивая подсветка, вечерняя, романтическая, душевная. У изголовья кровати у нас есть вот такой выступ. Он был сделан специально для подсветки. И, конечно, это немножко его вина, то, что мы вынуждены были искать короткую кровать.
Нас спрашивали, не жрет ли пространство этот выступ, но, на мой взгляд, пространство считывается на уровне глаз, а глаза у меня находятся выше. Так что не жрет. Спальня у нас маленькая, здесь всего-навсего 10 квадратных метров, поэтому мебели здесь немного. Помимо кровати у нас есть тумбочки подвесные, поэтому под ними проезжает робот-пылесос, и мне не надо по этому поводу беспокоиться. У нас есть чудесный комод, мы его специально красили по RAL в цвет стен. Он на ножках, здесь очень удобно хранится все, чем можно себя украсить. Множество нужных и полезных вещей. И большое круглое зеркало, моя большая любовь. Вот такая. Мы пришли в кабинет. Здесь работает мой муж. Здесь у нас есть диван, он раскладывается, и это дополнительное спальное место. Здесь могут остаться гости, если они у нас ночуют. Эта стена, та самая стена из шкафов. С той стороны вот здесь находится наш гардеробный шкаф в спальне. С этой стороны здесь у нас тоже есть шкаф. Для него мы заказывали фасады из ЛДСП. И я его красила той же грифельной краской, что и стену черной. И теперь на них можно писать мелочками. Этот шкаф один из немногих заказных предметов в нашей квартире. Здесь хранится множество нужных и полезных вещей. Здесь живет стремянка, здесь живет гладильная доска, а также разные канцелярские принадлежности и гостевое постельное белье. Это рабочее место моего мужа. Здесь, чтобы солнышко с южной стороны не светило ему, у нас тоже штора плиссе. Очень удобно, можно загородиться. И стол непростой, у него есть подъемный механизм. Поэтому если у вас устанет низ спины работать сидя, его можно поднять, чтобы поработать стоя. Поднимать до конца? Нет? Ну, давайте до конца подниму. Можно потом ускорить. Заодно и ручки со спинкой, получается, разминать. Да. Производственная гимнастика. Когда этот стол только приехал, оказалось, что поднимать его нельзя, потому что нужно покупать все новые провода, чтобы они дотягивались до компьютера. Я, кстати, не знаю, где у него конец вот этого подъема, но я думаю, что хватит. В общем, может. Да, вывод очень симпатичный у нас. У нас есть несколько проводов, которые никто не знает, не нужны. Но это мы помним, это значит светильник был. Были некоторые изменения в планах. Вот, А как-то строители о них не знали, поэтому у нас есть выключатель, который ничего не выключает, розетка, которая непонятно зачем, несколько штук. Вот. И вот этот провод, и в гостиной тоже закреслен странный провод. Больше не будет. И это правда, да. Здесь рядом со столом у нас есть шкафы для хранения всяких канцелярских предметов, а также здесь живет роутер. Ему здесь очень уютно, и он раздает интернет на всю квартиру. Это Икеа, совершенно стандартные шкафы, никаких заказных позиций здесь нет. Вот. А сюда встал системный блок, тоже в такой же шкаф. Радиатор здесь остался от застройщика, потому что мы решили, что на фоне такого великолепного стола его видно не будет. И нормально. Ладно, и так сойдет. Добро пожаловать в ванную. У нас здесь очень красивая, это наша любимая комната в доме. Она практически целиком отделана декоративной штукатуркой. Декоративная штукатурка у нас на двери и также на шкафу над инсталляцией. Одна стена отделана керамогранитом. Это покрытие влагостойкое, ему ничего не страшно, поэтому оно прекрасно живет во влажном помещении, ему ничего не делается. Здесь у нас есть полотенцесушитель, у него очаровательно кривые перекладинки. Здесь есть шкаф для хранения бытовой химии и запасов всяких шампунек, мыл и прочего. Шкаф сделали на заказ, и его тоже покрыли декоративной штукатуркой вместе со стенами. Поэтому теперь у нас все так едино и красиво. Здесь есть полочка для красивого диффузора или эвкалипта, гигиенический душ, крайне полезная вещь. Больше здесь нет ничего интересного. Помимо хранения над инсталляцией, у нас есть большая тумба с выдвижными ящиками. Здесь хранится все, что нужно каждый день, все, до чего нужно достать. И, кстати, у нас никогда не стоит на раковине зубная щетка,
потому что и зубная щетка, и ирригатор живут в ящике, у них здесь есть специальная розетка своя. Здесь у нас подвесы у раковины, чтобы было удобно на себя смотреться. Большое зеркало над раковиной и также в душе. Оно висит прямо на стене, приклеено. Очень удобно. Душ у нас в строительном исполнении. Здесь стеклянная перегородка, которая отделяет его от всего остального. Она сделана на заказ. Сам душ у нас встроенная. Как это называется? Система? Стойка душевая? Я забыла. Короче, он встроенный. Здесь у нас продолжается полочка, так же, как и над инсталляцией. И мы старательно переливаем все шампуни и гели в специальные одинаковые бутылочки. Думаю, что секрет этого состоит в том, что у меня мало шампуней и гелей. Еще у нас есть вот такая чудесная лавочка. Она отделана тем же керамогранитом, что и на полу. Такой он под бамбук, с полосочкой. Из-за того, что здесь достаточно мелкие полоски с затиркой, он никогда не скользит, и в душе мы никогда не упадем. А здесь крупноформатный керамогранит под мрамор. Лавочку эту я люблю. На нее удобно поставить ножку, чтобы побрить ее. Вот. А также можно присесть и подумать о бредности бытия. Большая стеклянная перегородка и зеркало в душевой вызывают обычно много вопросов. Как это мыть? Нормально это мыть. Вот, посмотрите, у нас есть очень красивый, лаконичный черный скребочек. И просто после каждого душа мы смахиваем воду с зеркала и стекла, и оно остается чистым. Его не приходится мыть там, не знаю, каждый день. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room. Там много классных идей для интерьера. А если вы хотите стать героем следующего выпуска In My Room, пишите вот на эту почту и присылайте туда фотографии своего готового интерьера. Что, уже? Ну ладно. Наш выпуск подошел к концу, пришла пора прощаться. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях под этим видео, я обязательно отвечу.